Всем добрый день, меня зовут Сергей Витищенко. Тема этого видео – чем наш мозг человеческий отличается от компьютера. От компьютера, на который я сейчас в данный момент снимаю это видео. На самом деле у нас очень много сходств между человеческим мозгом и компьютером, но также много и различий. И различий гораздо больше. В этом видео я перечислю 9 основных пунктов, тезисов. Какие же все-таки основные различия? Ну что, приступим. Пункт номер 1. Компьютер придумали ученые примерно 50-60 лет назад, даже, наверное, 70 лет назад. Это в 20 веке. Сначала были ламповые компьютеры, потом ЭВМ, потом они все модернизировали. И вот сейчас, в 2022 году, я снимаю это видео на MacBook Pro. То есть вот до чего дошел прогресс. А наш человеческий мозг создавался в течение миллиона лет эволюции путем естественного отбора. Были различные мутации также. И вот сейчас, в данный момент, вот наши свойства и возможности человеческого мозга, они трудно объяснимы, они не поддаются логике. У нас колоссальный запас вообще возможностей в нашем мозге. Это первое отличие. Второе отличие, то что компьютеры производятся на заводах. Это сборка, это конвейер, в принципе, там есть комплектующие, мы это понимаем. А человеческий мозг, чтобы зародился, все идет от ДНК. А ДНК идут от родителей. То есть, чтобы появился вообще человеческий мозг, нужен ребенок. Чтобы появился ребенок, есть мужчина, женщина, они размножаются, и появляется ребенок, там мозг и так далее. И самая маленькая структура, это из чего все зародилось, это ДНК. Это ДНК мамы, ДНК папы, скрещиваются и образуется новый человек. Ну, это я сейчас все к тому, то, что компьютеры на заводе, на конвейере, а чтобы появился мозг и человек, в принципе, нужно размножение. Это есть у людей, у компьютеров этого нету. Третий пункт. Все компьютеры, они все одной серии и модели. Ну, допустим, вот MacBook Pro, у них все одинаковые технические характеристики. Там, или берем другой любой компьютер. А все люди, и у каждого у человека мозг, он индивидуален. Вот сейчас у нас там сколько? 5, 6, 7 миллиардов людей на Земле. И все люди разные. Это и есть особенность, это и есть уникальность. То, что нету на Земле ни одного точно такого же человека, как и ты, с точно таким же мозгом. Потому что все нейроны, которые там есть, они все разные. В этом и есть ключевая особенность. Это был третий пункт. Четвертый пункт. Иван Петрович Павлов, это наш русский ученый знаменитый, обнаружил две сигнальные системы. Первая сигнальная система, он так ее назвал, это глаза, уши, язык, нос. А вторая сигнальная система – это речь устная и письменная. А у компьютеров, естественно, нету ни первой, ни второй системы. И также, что самое важное, то, что у мозга есть такая функция, такая способность, как использование опыта других людей. К чему я сейчас это говорю? Допустим, к примеру, вы встретили аргентинца, вы не знаете аргентинский язык, я его тоже не знаю, но аргентинец способен вам показать, рассказать, что такое секвойя, большое такое дерево, которое растет в Южной Америке, в Северной Америке. И вы, не зная его языка, вы поймете, что это такое, и вы используете его опыт. Либо он вам расскажет о какой-нибудь обезьяне. Вы также не знаете эту обезьяну, может, вы ее вообще в глаза ни разу в жизни не видели. Но он вам расскажет ее так, даже без знания языка, то, что вы уже будете знать, кто это, что это. То есть это очень большая такая особенность, характерная для человеческого мозга. У компьютеров этого, естественно, нет. Пятое различие между мозгом и компьютером. То, что мы испытываем эмоции. Вот даже вот сейчас в процессе записи этого видео у меня различные эмоции, различная мимика на моем лице. Это там, ну вообще там знаменитые самые эмоции, это страх, злость, гнев, презрение, счастье и так далее. У компьютеров, естественно, этого нет. Шестое отличие между человеком, между человеческим мозгом и компьютером. Это то, что у человека есть воображение и творчество. То есть сейчас, грубо говоря, я могу представить, как я лечу в центр Земли, либо как я лечу там на какую-нибудь галактику в космосе, либо на Марс, как я там заселяюсь, как я там строю там свой город. То есть я это все могу представить в воображении. Я могу написать по этому поводу книгу, снять фильм, это все представить виртуально и так далее. А у компьютера в данный момент, хотя и сейчас очень-очень высокий, очень большой такой искусственный интеллект, так называемый, но он все равно не дотягивает до воображения человеческого мозга, потому что оно безгранично, оно, ну, вы сами прекрасно понимаете, каждый что-то в жизни мечтал, представлял, визуализировал, фантазировал, это вообще бесконечность.
И это большая особенность человеческого мозга, у компьютера такого нет. Седьмой пункт, седьмое отличие – это то, что для человеческого мозга нужна энергия. А энергия у человека – это питание, что он ест, желательно хорошую еду, конечно же, кушать правильную, полезную, и кислород, что мы дышим. А у компьютера энергия является, чтобы он вообще работал, это электричество обыкновенное. То есть не будет электричества, он не будет работать. Ну, в принципе, у человека, если не будет еды и кислорода, он тоже умрет. Но все равно, тут разные источники питания. Восьмое отличие между человеческим мозгом и компьютером, то, что у компьютеров есть много процессоров. Мы знаем, сначала было одна процессорная, потом 2, 3, 6, сейчас даже не знаю, сколько там, 16 или 24. А у человека как бы два процессора. Это левое и правое полушарие мозга. Левое полушарие воспринимает и использует, анализирует цифры, буквы, логику. У кого хорошо развито левое полушарие, из тех получаются хорошие математики, ученые, бухгалтеры. А у кого хорошо развито правое полушарие, это чувства, эмоции, это хорошие творцы, это художники, поэты и так далее. Ну, кстати, есть еще и гении. Ну, конкретный пример, допустим, это Леонардо да Винчи, у которого работало и левое, и правое полушарие очень-очень сильно эффективно. То есть у него была очень большая высокая производительность. Так, девятое отличие, последнее между компьютером и человеческим мозгом, это то, что компьютер, он не меняет своих свойств. Вот если я сейчас выключу этот MacBook и закрою его на 30 дней, я вот через 30 дней открою, включу, и у него будут точно такие же технические характеристики, как и были. Но если с человеческим мозгом совершенно другая история. Человеческий мозг в процессе жизни, он может как деградировать, так и наоборот развиваться, повышать свою эффективность. То есть в старости мы можем очень сильно измениться, ведя неправильный образ жизни, неправильно питаться, не развиваться и так далее. Мы просто спустимся, опустимся, мы перестанем ясно мыслить, творить, чувствовать и так далее. А можем наоборот к старости стать очень умными, рассудительными, там, ну, в общем, такими образцами для подражания, всезнайками. Обычно к старости люди умнеют. Ну, то есть это есть у человека, это свойство у мозга, либо деградировать, наоборот, вниз, либо, наоборот, улучшать свои свойства, свои качества, свою производительность, свою эффективность. А компьютер, он всегда стабилен. В принципе, у меня, наверное, все. В этом видео я перечислил 9 основных пунктов отличий между компьютером и человеческим мозгом. Закончить это видео я бы хотел такой крутой фразой, сейчас ее прочитаю. Компьютер имеет то преимущество перед мозгом, что им пользуются. Интересная фраза. Все, всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Если вам было интересно, ну, поставьте лайк, я буду признателен. Всего доброго, до свидания.